Здрасте. А есть обезболивающее? Мне удалили огромное количество зубов. Это очень жестко. Фу, меня отпустило, наконец. У меня всегда были проблемы с зубами, и я ими не занимался огромное количество времени и боялся. Вообще у меня были всегда хорошие зубы, но потом что-то пошло не так. Я просто их запустил. Мой образ в социальных сетях, он очень суровый, потому что я никогда не улыбаюсь на фотографиях. Только потому что мои зубы в таком состоянии. Я уже приучился к тому, чтобы скрывать их отсутствие. Я умею улыбаться одной стороной. Я разговаривать начал больше вот этой частью рта, понял? То есть я как будто вот эту разработал больше половины лица. К вам как могу обращаться? Георгий. Георгий, очень приятно. Так, Георгий, рассказывайте, что привело? Я планирую поставить брекеты. По предварительным консультациям мне нужно удалить 2 зуба. Я так понимаю, они уже мертвые, и они не подлежат лечению, бессмысленно будут мешать брекетам. Вчера был уже у вашего в этом же кресле у ортодонта. Да, собственно, все сказала, мне нужно удалить. Вопрос следующий. Их 2. А это оба 8, насколько я понимаю, последние, или как они? Мудрость? Ну, короче. Зубы мудрости, да? Да. Можем ли мы сегодня 2 удалить? Я бы просто хотел как бы забыть уже про это, и все. Сейчас посмотрим. Хорошо. Открывайте, пожалуйста. С ортодонтом по поводу верхних 8, я думаю, что тоже она рекомендовала их к удалению. Только нижние. Ну ладно, мы этот момент еще уточним. Пойдем сейчас сделаем рентгеновские снимки этих зубов. Пойдем. Посмотрим, что там с корнями. Если этих снимков нам будет достаточно для сегодняшней работы, значит мы ее сегодня проводим. Если нет, то откладываем тогда. На КТ, да. Хорошо, давайте. 38-48. Начал я свое лечение на Камчатке, потому что я туда периодически ездил. Раз в полгода или раз в год ходил там к стоматологу. Это была привычкой, что ли, моей, или не знаю, традицией. Качество зубных в Петропавловске, оно, не высшее. Мне удалили огромное количество зубов. Чтобы заняться имплантированием, у меня не было либо времени, либо денег. И я довел свои зубы до такого состояния, что туда физически не вставить импланты, пока я их не раздвину. А для этого нужно ставить брекеты. На всякий случай уточню вашего ортодонта. И нижний, и нижний. Ну неужели, серьезно? Серьезно. Вот. Ну, для вас это будет комфортнее, потому что мы сегодня можем рассмотреть одну сторону, убрать и верхний, и нижний с одной стороны. Это будет комфортнее, чем по одному с двух сторон. Почему? Потому что одна сторона, вторая у вас будет жевать. Прикол. Их и так там нету. Я думал, что я просто сейчас приклею эти брекеты и все, и буду там ходить с ними годик или что-нибудь такое. А оказывается, мне нужно удалять зубы мудрости. И это полный пи***ц, потому что это больно. Я к этому не был готов. Я думал, что их нужно будет удалить мало, там 1 или 2, а их нужно удалить 4. Максимально широко, глубокий вдох носом, немножко пораспирает, может в ухо прострелить. Не пугайтесь, пожалуйста. Все терпимо? Угу. Голова не закружилась, все нормально? Молодцы. Все хорошо? Соберем, пожалуйста. Гигантский зуб. Что такое черное на нем? Это был кариес? Да нет, это какая-то бумажка. В принципе, если разогнаться и удариться прямо сейчас о стену головой, мне кажется, эффект будет примерно такой же. Это долгое, ноющее, неприятное ощущение. И самое здесь страшное, что ты понимаешь, что из тебя вырвали кусок скелета. По итогу, когда анестезия начала отходить, я понял, что я в целом функционировать не могу. Опять в темноте сидят. Здорово! Ну как? Супер! А 2 тебе или 4? 2, 4 ты вообще не дошел. Ну что, здесь тебе было не больно? Мне было, кстати, не больно. Плохо будет потом даже. Завтра? Ну, когда анестезия отойдет, то чистить будет неприятно, и там есть, вот это все, ты слишком А ты опухла в сильно прошлый раз? открывать. Да, хорошо. Да, сильно, прям жестко. А ты через сколько опухла? Я удалила утром и вечером опухла. Вот так прям? Да, жестко. Ой, я это больше всего боюсь. Вот так же видно 30 000 рублей. Лед.
Да, кусок льда, просто ссаный какой-то. Если взять за последнее время ту сумму, которую я отдал за исправление ошибок из-за отсутствия ухода, то вполне вероятно, что я бы мог взять ипотеку, первоначальный взнос бы там точно был, и мог спокойно выплачивать. Я боюсь представить, сколько туда ушло бабла. Короче, какая-то женщина с канала прислала мне предложение по работе пройти кастинг. Какой, кастинг? Аудио еще. Обожаю аудио по работе. Гоша, добрый день. Меня зовут Екатерина. Беспокою вас из СТС Медиа. Добрый Простите, день. пожалуйста, что аудио. Я бы очень хотела сегодня с вами созвониться. Мы запускаем новый проект. Вот хотели бы рассмотреть вас как нашего потенциального ведущего. Подскажите, когда вас можно набрать? Спасибо. Я договорился уже ставить брекеты, и тут меня позвали на телевидение вести крупный проект. Телек — это не YouTube, там важно, как ты выглядишь. Но брекеты было уже не отменить, и я понял, что я явно не готов жертвовать сейчас этим невероятным, в частности, ментальным проделанной работой ради телевидения. Здрасте. Мы опоздали, простите, пожалуйста. Присаживайтесь. Начинаем. Ой. Готовы? Нет. Мы как бы обычно смотрим фильм и фиксируем, пациент расслабляется, смотрит там киношку какую-нибудь. Вот. Процесс довольно скучный, там все очень такое монотонно. Болезненный? Нет, вообще не больно, мы просто приклеиваем на клей замочки. А я думал, они присверливаются. Нет, конечно. Но я реально волнуюсь, искренне могу сказать. Чтобы подтвердить мои слова об уровне образования в гигиене, связанной с зубами, расскажу вам анекдот. Я был уверен, что брекеты всверливаются в зубы. Я не знаю почему. Ровно за ночь до установки я начал паниковать. То есть я прям уснуть даже не мог, потому что я понял, что это произойдет завтра. Я был уверен, что я сейчас лягу, мне начнут сверлить, а оказалось, что их приклеивают на зубы. Единственный дискомфорт, который я испытал во время установки брекетов, это я просто жопу отлежал и все. То есть это глобально не нужно бояться. О боже. Я так волнуюсь. Блин, это очень жестко. Ну не так же страшно было. Не, просто непонятно. Я не знаю, что такое. Зубки сжать плотненько. Супер. Здравствуйте. Это полный прикол. А, вот эта подушечка, да, я ее чувствую, да? Так хочется потрогать, а трогать нельзя, да, наверное? Да, можно трогать? Пузыри я теперь буду пускать все время, да? Недолго. Недолго сколько? Первые 7 дней. А с чем это связано? Просто что-то новое появилось во рту, и организм воспринимает, что это еда, надо ее переварить и выделять. Я понял. Ну, в принципе, не так страшно. Ну, в смысле ощущения. Просто необычно. Фу, меня отпустило, наконец. Пружинки и вот эти места могут натирать. У вас в наборе вашем подарочном, можете прям открыть, посмотреть, есть вот такой вот ортодонтический воск. Мы заклеиваем вот это место. А внутри у меня что-то будет стоять? Заклеивание ставится после окончания лечения в день, когда мы будем снимать брекеты. И также будет изготавливаться ночная капа прозрачная, которую надо будет... Ну, это через полтора года. сколько? Через 1,5-2 года. Ну, вот мне через 2 года это, короче, все терпеть еще. При выкании написано, что длится 2 недели, по факту 3-4 дня. Мы кушаем мягкую пищу, потому что больно откусывать будет. Вот на самом деле просто в покое они болеть не будут. Откусывать жесткую пищу нельзя, потому что от вертикальной нагрузки брекет может сколоться. Если это произошло, не паникуем, просто звоним, записываемся на ближайший день, то есть сегодня, завтра, например. Спасибо вам большое. Многие думают, что брекеты — это некрасиво, во-первых, да, что это металлические предметы у тебя во рту, которые будут уродливыми. Было 2 варианта. Ставить керамические — это белые, которые не видно на зубах, либо металлические. Но как только мне сказали, что металлические из-за своей структуры чуть быстрее, я даже не думал. Мне очень нравится, как выглядит брекет, это супер круто. Я даже на всех фотках сейчас кривляюсь, потому что мне кажется, это прикольно.
Алло, Екатерина? Да, здравствуйте. Здравствуйте, да, вы мне писали 2 часа назад примерно. Да, Простите, не могу удобно говорить. вам, Да, говорить да. сейчас? Гош, смотрите, мы сейчас запускаем новый проект о моде. Я думаю, что это прям ваша абсолютная история, потому что мы давно следим за вашим YouTube-каналом. Спасибо. Вот, в общем, близкая тематика, и я хотела узнать, в принципе, вашу какую-то теоретическую заинтересованность, и можем ли мы встретиться, например, в офисе у нас. Слушайте, классное предложение. Давайте, но знаете, что хотел спросить? Я просто... Это такое стечение обстоятельств. Я просто только что поставил брекеты себе. У меня теперь во рту железо. И вот не станет ли это проблемой для вас? Просто чтобы... это новость сегодняшнего дня буквально. Слушайте, мне надо с руководством это обсудить, потому что, честно говоря, нам недавно не утвердили ведущую именно из-за брекетов. Блин. Вот, поэтому давайте я поговорю и напишу вам, а вы можете мне неловко просить прислать фотографии? Да, давайте, да, но мне вашего кажется... рта? Да, хорошо, но просто лучше вы об этом будете знать, чем мы просто так встретимся, хорошо? Да, давайте я тогда сейчас сфотографирую, у вас будет эксклюзив. Да, хорошо. Это моя первая фотография. Прикол, если она сейчас меня, не откажет реально. Тайпинг. Ой. Нормально, но в другой раз тогда. Спасибо большое. Надеюсь, вы будете к таким вещам более открыты в следующий раз. Удачи. Когда нужно слить человека, нужно написать всегда удачи. Спасибо вам большое, до свидания. Это, наоборот, круто, что я показываю своими брекетами, что занимайтесь собой. У нас не так много людей, которые не стесняются их. Я недавно, кстати, видел Нилетто, поставил брекеты. Я вижу, что он делает все, он боится даже рот открывать, когда улыбается, потому что он их стесняется. Это так тупо. Это круто, что вы занимаетесь собой. Это круто, что вы на пути к лучшей версии себя. То, что кто-то может из-за этого отказать в работе, это реально не современно, как мне кажется, а во-вторых, им карма все возместит. Слушай, я, чувствую себя реально каким-то чмом. Мне за 30, меня отшил проект на телеке за то, что я непонятно разговариваю. Плюс я сижу, ем какое-то непонятное пюре, потому что мне больше вообще, в принципе, ничего нельзя. Как бы настроение такое. Первый день я пережил, нормально вроде. Но на второй день начался такой... Короче, там 11 вещей. Мне нужно, чтобы я их распаковал сейчас. Я достаю каждую коробку, ты мне помогаешь с этим? По очереди. Главное не перепутать, что в какой коробке лежит. Но у меня есть такое ощущение, что мы не снимем сегодня нихуя, потому что мне больно. Сейчас, секундочку, подожди. Паша! Паш, а есть обезболивающее? Да, найс. Найс, супер вообще. Можно мне, пожалуйста? Давай. Одно мне хватит. Держи. Давай мне сейчас подействует, и мы продолжим, хорошо? Да
Боль, связанная с брекетами, не похожа ни на что, что я когда-либо испытывал. У тебя плавно, как нарастающий шум поезда или тачки где-то вдалеке, вот эта вся зона начинает как будто бы очень медленно сдавливаться. Вот очень-очень. И непонятно, когда это закончится. То есть непонятно, где предел этой боли. Думаешь, ладно, все хорошо, мы это можем вытерпеть, мы преодолеем. И дальше думаешь, сейчас я что-нибудь откушу. Например, банан. Казалось бы, мягкий. И ты начинаешь орать в тот момент, когда ты кусаешь банан. Брекеты — это, короче, твой маленький тамагочи, зверек. Тебе нужно за ними ухаживать. Сначала ты используешь просто щетку, потом ты берешь специальную щетку для брекетов, маленький пучок, потом ты берешь нитку, вычищаешь все между всех зубов, потом ты берешь ёршик, если понимаешь, что где-то нужно больше прочистить, другой ёршик другого размера, если где-то что-то не попадает. Потом ты берешь ирригатор, которым проходишь все, потом ты используешь щетку для языка специально со специальным гелем, потом ты используешь ополаскиватель для рта. Короче, минимум чистка зубов — это 30 минут. Сейчас это уже на автопилоте. Я уже знаю, какая мне нитка удобнее, что с собой брать в поездку, когда нужно ставить ирригатор на зарядку. По итогу ты начинаешь привыкать к этой боли. Эта боль стоит того, потому что очень быстро заметно, как зубы выравниваются. И это очень сильно тебя мотивирует. Я очень сильно собой горжусь, потому что для меня это гораздо больше, чем просто забота о зубах. Это забота обо мне. Очень много вопросов люди задают. Очень много просят советов. Огромное количество моих друзей этого боялись. Кого-то я замотивировал. И это круто. Чем непонятнее название, тем надежнее. Что делать? Нужна опора. 173, 636. Они такие, что? Ты что, ненормальный? В смысле? Что ты с собой сделал? Вау!